Здравствуйте, мои дорогие! Вы на канале Валерия Зиновьева. Сейчас 3 часа утра, 21 февраля. И сегодня я постараюсь провернуть очередную авантюру, а именно Оскольское водохранилище. Помните прошлый раз, когда я ездил в минус 27? Я после бани рассуждал, что нужно обязательно съездить посмотреть Оскольское водохранилище, если будут морозы. Так вот, морозы еще продержались. Лед намерз шикарный, и сейчас у меня с Женей план заброситься в Ковшаровку по Купянской трассе. Там мы оставим машину на парковке и поедем, прокатимся вниз по Оскольскому водохранилищу. Назад мы планируем вернуться на электричке. Что с этого получится, поехали посмотрим. Вот такое быстросъемное крепление на фаркоп. Оно у меня уже больше 10 лет. Раз, два. Все, готов, упакован. Поехали. Мы стартанули из Ковшаровки уже. Машину поставили. Нашли стояночку прекрасную. Юра порекомендовал. Значит, план у нас сейчас спуститься до водохранилища. Там станем на большую воду и поедем дальше по льду. В принципе, снега здесь меньше, чем в Харькове. Есть у нас большая надежда, что лед будет чистый и без снега. Поехали смотреть. Женя, он машет. Передай привет. Короче, очередная авантюра, братцы. Авантюра. Вот наша электричка, на которой мы будем возвращаться обратно. Делает 2 рейса всего лишь. Да, ну, по крайней мере, она ходит. И это уже хорошо. Ну, конечно, красиво было бы по льду ехать до Сенькова, но стрёмно, ребятки, все равно это русло реки, поэтому так, немножко выехали, там мы один тайлик забрали и дальше едем по песочку через сосновый лес. Ох, тут такой трушный МТБшный трек вдоль воды идет. А вот и плавник Краснооскольского водохранилища. Честно говоря, может мы на лед станем, как-то уж очень оно красиво смотрится. Но трек тут вообще шикарнейший, ребятки. Вот обязательно надо ездить и смотреть. Причем здесь, похоже, более-менее можно ехать и летом. Тут не сильно такой. Хотя песочек, да, на дне песок. Посмотрим сейчас, что там дальше будет. Помостики. Так, фоточку на память. Блин, может на лед встать, а? Эх, а вон рыбачки там сидят. Погнали по льду, короче. Я смотрю, тут накатано, он даже велосипедом кто-то ходил. Короче, стали мы на русло ехать, решили по льду. Лед просто ровный, шикарный, нет сверху снега. С рыбаками сейчас поговорили, с одними, другими. Толщина льда 40 сантиметров в плавнях. Поэтому решили мы сократить, упростить дорогу. Счастье у нас длилось недолго, так и решили мы выйти на берег. Впереди промоин много. С рыбаками поговорили дальше. Короче, на широкой воде лед отличный, а там, где узенькие такие протоки, могут промоины быть. Ну и мы несколько уже увидели впереди, поэтому решили не рисковать. Сейчас едем по изначальному плану. По суше. Рыбаки сказали, где выпрыгнуть. Куда не едет, короче. Нашли мы способ, как преодолевать эти препятствия. Интенсивней. Догоняют. Да лодка что-то. Да ну! С ручника забыл снять. Ура! Мы стали на большую воду.
Лед капитальный вообще, монолит. Рыбачки ловят рыбу, ну а мы катаемся. Все, дальше нам нужно придерживаться трека, так как Женя прорисовал его с очень ювелирной точностью. Нужно, чтобы собрать все тайлы и поменьше петлять. Лево-право. Вот они, корабли. Петр Первый. Пока он вмороженный, можно вокруг корабля на велосипеде прокатиться. Главное, что он никуда не уплывет. Красота. Вот оно, вот. Самое правильное покрытие. Причем, видите, здесь снега меньше, переметов практически нет, как на печенегах. Едем. И торосы ледяные, смотрите, когда ветром лед нагоняет, он друг на друга наплывает, и получаются вот такие вот конструкции жесткие. Смотрите, ледяные. Сейчас переползем на ту сторону тороса. Себя снежный торос представляет. Это было эффектно. Феерично. Было феерично. Тут я перепрыгнул. Захрустело. Хрустим. Немного информации про само водохранилище. Называлось оно раньше Красноскольское, а потом его переименовали. Теперь оно называется Оскольское водохранилище. И оказалось, что оно самое крупное водохранилище в Харьковской области. Я почему-то был уверен, что Печенежское самое крупное, но нет. У этого водохранилища протяженность где-то 84 километра. И оно, правда, поуже, не такое широкое, как Печенежское местами. Но по объему воды оно оказалось больше. 0,47 кубических километра. А Печенежское 0,38, 0,39, короче. Как-то так. Так, сейчас мы тут тайл закручиваем. На границе тайлов едем. То слева, то справа. Короче, косим тайлы. Косим просто. Косой. Сняли мы сразу, нашли перекресток, где сходятся 4 тайла. Там за загогулинку такую выписал, и 4 тайла снял. Вот. Следующая штука, которую я для себя открыл, оказывается, внизу на Красноскольском водохранилище есть гидроэлектростанция. Она там не сильно мощная, там 2 энергоблока по 1,8 мегаватта. Вот. И она снабжает электричеством тут близлежащее поселение. Но сам факт, что есть гидроэлектростанция, оказывается. Вот мы там, в принципе, внизу будем проезжать. Я надеюсь, дамбу ГЭС сфоткаем, нам, если она не закрыта, там территория. Обязательно посмотрим. Ну и еще такой прикол. Температурка ж начала подниматься. Сейчас где-то уже -1. Наверное, ближе к нулю уже. Утром было -5. И начал лед дышать. То есть там где-то остановлюсь, поснимаем, как лед дышит. Пользуясь случаем, пока мы развернулись по ветру, получается, сейчас едем со скоростью ветра. Мы уже где-то 50 километров сделали. Сейчас заедем в Боровую, по кофейку, чайку выпьем. Там перекусим. И опять заедем на воду. Когда в лесу могилку нашли. Собачку похоронили. А мы доехали до Боровой. Сейчас поищем, где тут перекусить. Скорее всего, в воскресенье утром тут только можно найти кулиничевский киоск. Больше, боюсь, тут вариантов особо нет. О, кстати, может, лавочка есть. Слышь, а лавка тут есть Боровой, интересно знать. А у вас есть знак I love Боровая? Не видели?
Как-то, короче, большая деревня. Это, по идее, центр. The center of the city. Короче, Боровая, на самом деле, тут по перепись населения 1005 человек всего. Особо ничего тут. Посмотрел достопримечательности, как-то ничего не нашел. Ну, вот знак незалежности, давайте сфоткаем хотя бы. Щось має бути. Спросил у местных жителей, говорю, где у вас лавочка есть? Говорят, а нет такой у них лавки. Говорят, такого нет. То есть не любит никто Боровую. Ну вот, что это, наверное, сквер Победы. Культ Победы Советского Союза остался, и везде он процветает. И я нашел башенку. Правда, у нее уже нет с верхней части, которая металлическая. Ну, зафоткаем хоть то, что есть. Муляж охранника видели? Скажите ему привет. Привет, муляж. Ну, кажется, что настоящий. Стоит, не шелохнется, не моргнет. Надо на ту сторону перебраться. Мы же такое же собрались под вагонами ползти. Потом смотрим, что тут специально состав разорвали, чтобы проход остался. Преддонбассовска. Преддонбассовска. Поехали дальше. В Боровское лесничество заехали. Видите, какие красивые сделаны фигуры, статуи. Пойдем еще пофоткаем. И уходим вправо. Ой, разъехались, ты направо, я налево. Можем к ней прямо вернуть. Короче, хитрый тайл находится буквально 10 метров от нас. Надо забрать. Великом туда не поедем, сейчас попробуем закарабкаться, короче. Давай, Гармин, сюда. Вот у тебя снимается? А? Снимается. Так давай я залезу. Да и тут вроде тоже нормально. Ты его снял? Фух, сходили, короче, за тайлом, но оказалось, что надо вверх туда залезть. Набор высоты где-то метров 30-40 и еще 50 метров пройти. Да даже больше, наверное, под 100 метров по лесу. Карабкались. Вон Женя идет довольный. Мы его ходили, как с радаром искали. Короче, там селфик сделали, вставлю в видео. Поехали с рыбачками поговорим. Что там клюет у них. Здрасте, ну что там клюет? Плохо что? А что тут вообще ловится? Что тут вообще ловится? Плотва, красноперка, да? Окунь. Короче, стандартный набор. Хорошие рыбалки. Вот здесь уже вообще берег такой красивый стал. Но высокий. Конечно, карабкаться по нему за тайлами. Ну это приключение. Это то, ради чего все эти покатушки и устраиваются. Не просто сидеть на диване, а решать задачи. Вон очередной ледовый торос впереди. Они, получается, примерно каждые километра 3. Вот отсюда хорошо видно. Видите, то есть плиты льда вот так друг с другом или ветром, или температуры наплывают. И получаются такие переходы красивые. Прям вздымается. Вздымается прям. Ну да, что тут будем ноги мочить. И поехали опять на водичку. А там дальше как-то вообще как марсианский грунт. Здесь покоцанный лед. И рыбаков нет. Как-то это странно. Решили мы сейчас протянуть до берега и вдоль берега пойдем. Он что-то там лед нам не внушает доверия. Ну, удовольствие, ребятка, просто неописуемое. А сейчас лед еще дышать начал. Вот эти такие звуки классные. Я, может, попробую телефон поставить на лед и заснять его.
Вот это реально марсианский грунт. Весь лед попереломало, а потом заморозило. Что, не едет по льду? Здрасте. Микроперекус. Вот еще такой у нас торосик, смотрите. Решили сделать фотку. Женя решил на память себе лед взять. Немного побуять. Буйство фантазии. Хорошо не по ноге. Короче, проезжали мимо, решили мы еще тут один тайл забрать. Он, в принципе, близко к берегу. Велики бросили, сейчас тут почаще. Нужно пройтись немножко. Лес, конечно, такой нехоженный. Но мы ж не ищем легких путей. А тайл труднодоступный, надо взять. Ну, прикольно, тут вообще родничок. Вот GPS работает. Причем четко вот там сработал. Возле этого. Сейчас зачекинемся. Криниця. И мне зимой нравится больше ездить. Во-первых, все замерзшее. Во-вторых, нет этих комаров. Сейчас будет летом, заехали бы мы сюда. Нас бы комары сожрали бы. Не то, что сожрали, они бы нас схватили бы и унесли к себе туда, в лес, в чащу. И там бы сожрали. А сейчас нет комаров. Сейчас можно спокойненько, безнаказанно заходить в лес, искать тайлы и все такое. Ну, а мы едем дальше. Нам еще километров 15, наверное, до дамбы. А змейкой нашей все 20. Вот смотри, как рыбаки переходят. Раз. Дин-дин-дин-дин-дин. Домик поднял свой, перешел на новую лунку. И дальше сидишь, себе рыбку ловишь. Я не знаю, у меня терпения не хватает. Это сидеть просто и ждать, пока рыба клюнет. Я не понимаю этого. Слишком нужно усидчивость большую иметь. Так, посреди водохранилища куча натыкана камыша. Думаем, что такое? Спросил у Рыбакова, это они так маркируют свои лунки прикормленные. Видите, лес такой получился вообще. И сидят все. Говорят, клев плохой. Ну, аналогично, потому что ветреная погода, идет смена сейчас. Циклон движется. Ну, мы уже практически сделали водохранилище. Это, видимо, уже идут сооружения ГЭС. До нее еще нужно доехать, но, судя по всему, что да. Проехали мы водохранилище, ребятки. Оскольское водохранилище сделали. Значит, у нас получилось с точки высадки 106 километров сейчас. Последняя часть водохранилища была, конечно, уже против ветра. Такая она подушаталась. Подушатала нас. Но, в принципе, ехать было нормально. Лед ровный, снега не было. Вот эти расщелины только немного могли причиняли, скажем, неудобства. Надо их аккуратно переходить было, потому что мало доходить до 40 сантиметров, где уже вода. Вот. Но все проезжабельно оказалось. Сейчас небольшой перекус. И еще у нас вишенка на торте. Поедем мы сосновый лес тут сделаем. Остался еще сосновый лес до Светогорска, который сейчас сделаем. Ну, такая вот тема. Погодка испортилась, конечно, сегодня целый день пасмурно было. В принципе, ни на что не влияет, но просто качество картинки будет такое серое.
Немножко покажу. Это точка. Пожал, смотрел на вот эту просеку, как она понимала ее. Так, а у нас теперь песочная жесть. Ну, она замороженная. Ну, посмотрите. Адская хрень вообще. Это вот, ну, кстати, уже с тобой занесло. Так, как-то переползти прямо нам надо. Тут с Женей обсуждали. Короче, у нас этот трек посвящен двум стихиям, которые велосипедисты не любят. Это вода и песок. Просто вишенка на торте, это у нас тут пески, которые просто вообще адские. Они даже сейчас замороженные, все равно ехать по ним тяжело. Но тайлы эти надо забрать, раз мы уже здесь. До электрички еще время есть. Мои, двойной нулевик. Вы такое видели? Я, честно говоря, даже отчаялся ждать его. А вдруг тройной? Не, 69, 68. Вот оно вознаграждение нам за наши муки на песке. Это получается утонулевый квартал, да? Ну да. Сплошной флеш-рояль. Представляете, и деревянный столбик, и бетонный, и двойной нулевик. Круче только тройной нулевик. А у нас последние пару километров остались до электрички. И они, конечно, последние всегда самые тяжелые. Когда уже проявляется эффект загнанной лошади. Фу, братцы, ну мы успели на электричку купянскую. Реально время 16:59. Электричка отправляется в 17:10. Сейчас Жека побежал что-то еды купить и попить. Ну, а я сейчас буду, может, загружаться. Как выглядит велосипед после всего этого дела? Ну, забито все, короче, снегом с песком. О, блин, вообще капец. Трансмиссия бедная вообще ушаталась. Хлам. Так что велик на ТО. Сейчас домой приеду, помыть и на ТО. Но зато теперь такая приятная усталость. Сейчас плюхнемся в электричку. Она едет где-то сейчас 17:10, 16:50, 18:57. Ну, где-то сейчас до 2 часов. Ну все, ребятки, погрузились мы. Едем домой. Ну как домой? В Ковшаровку. Трек получился очень классный. Реально. Последняя часть по пескам тоже нас хорошо помотала. Мало того, что там рельеф был достаточно сложный, плюс еще и все равно песок хоть и замерзший, но при этом было тяжело пахать. Кстати, еще прикол такой. Электричка старенькая, смотрите, но при этом спинки с подогревом. Вообще такого я не видел, чтобы в этих электричках были спинки с подогревом. Сейчас сидишь вообще по-царски. Все, доехали в Шаровке 18:55. Электричка четенько по расписанию вся идет. Все, поездочка наша завершилась. На самом деле получилось все очень прикольно. Во-первых, дорога до Купянска отличная. На это был расчет, что мы не будем тратить много времени на дорогу. Плюс вот эта электричка, на которой мы подъехали обратно, она оказалась очень классная. То есть, во-первых, она достаточно быстро шла. Плюс она была теплая, мы согрелись. И, в принципе, все получилось тютелька в тютельку. Причем на электричку мы приехали без 10, за 10 минут до отправления. Авантюра получилась, конечно, очень интересная. Пожалуйста, не повторяйте, если вы не уверены в своих силах. С вами был Валера и Женя. Я думаю, что в этом зимнем сезоне это уже крайняя покатушка, потому что прогноз там дальше все-таки больше уже на весну идет. И снимать уже зимние покатушки на самом деле не интересно. В принципе, я снял практически все основные
варианты зимних покатушек. Это и по снегу, и по льду, и просто по сухим грунтам, и по замерзшим пескам. И в принципе я вам показал, что зимой можно кататься, зимой нужно кататься. И зима это не повод сложить велосипед на чердак и сидеть дома, смотреть телевизор. Можно найти очень много интересных вещей, которые можно сделать на самом деле только зимой. Ну, например, собрать тайлы, которые на воде расположены. Да, всем спасибо большое. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, задавайте вопросы, комментируйте. Пока!